Вот такой обалденно вкусный ужин я приготовил. Вареная картошка, вареная свекла и куриный гуляш. Выглядит аппетитно, получится обалденно вкусно. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И сегодня на гарнир я сделаю просто отварную картошку. В качестве салата у меня здесь вареная свекла, которую я порежу кубиками. А самое главное блюдо, это я хочу сделать куриный гуляш. Это обалденно вкусно, одно из моих любимых блюд. И давно я это не делал, и решил сегодня поделиться с вами методом приготовления этого блюда. А что время не терять, пойду покажу, что и как я буду делать. Может быть, я подкину идею сделать то же самое, почему бы и нет. Я знаю, что гуляш делают на говядине, но у нас мы предпочитаем курицу, так что это будет сделано на курином мясе. Итак, куриное мясо у меня здесь уже приготовлено. Это куриные бедрушки. Я снял кожу, отделил от кости. Только осталось нам порезать на мелкие кусочки. Но перед этим, чтобы время не терять, я картошку уже вычистил, вымыл, поставил на воду и поставим вариться. Для гуляша, для соуса нам понадобится куриный бульон. Я здесь взял кубик куриного бульона. И сейчас мы разведем здесь пол-литра воды. Сейчас залью водой и буду время от времени помешивать, пускай растворяется. А мы займемся мясом. Итак, здесь у меня куриные бедра, я уже от кожи отделил, от костей отделил. Единственное, что мы порежем на меленькие кубики, вот такие. Если вы обратили внимание, в основном основное мясо мы в доме кушаем это курицу. Иногда говядину или баранину. И очень изредка свинину. Почему курица? Дело в том, что я и моя половина, мы пенсионеры. И мы пытаемся тоже экономить на чем-то, потому что везде жизнь подорожала. И еще у нас 2 детей, которые растут и требуют затраты. В качестве покупок, да, у меня раз в неделю привозят на дом. Иногда, если нам надо, то мы еще ездим в магазин, докупаем то, что если понадобится. Но, я пытаюсь держаться бюджета. И примерно трачу на свои недельные покупки на продукты примерно 110-100 фунтов. Вот так, сейчас я руку вымою. Итак, здесь сковородку. Сюда наливаем, я заливаю подсолнечное масло или растительное масло. Включаю газ. И дадим немножко разогреться. Так, отправляю теперь курицу. И оставляю курицу так на сковородке пару минут, пускай жарится, пока ничего трогать не буду. Тем временем у меня здесь уже овощи приготовлены. Из овощей я возьму 2 маленькие луковицы, порежем меленько. Также у меня здесь маленькие зубчики чеснока.
тоже мелко порежем, но отправим на сковородку в разное время. Так. И здесь я взял один болгарский перец, тоже мелко кубиками порежем. Так, посмотрим, что наша курица делает. Итак, на этом этапе уже можно ее помешать, потому что она стала румяниться с другой стороны. И сюда отправляю лук. Пока там все жарится, мы порежем 2 томата я взял. И из нарезок у нас останется только порезать зелень, укроп с кориандром. Так, смотрите, какая прелесть, как хорошо румянится. Теперь мы сюда добавим чеснок. И дадим немножко пожариться. Как запах чеснока пойдет, мы добавим сюда перец. Так, у нас пошел запах чеснока, я добавляю перец сюда теперь. И тоже дадим немножко обжариться. Время от времени, конечно, помешиваем. Так, теперь я сюда добавлю перец молотый. Солить я сейчас солить не буду, потому что куриный бульон соленый. Иначе мы переборщим с солью. Когда у нас соус образуется, там мы проверим, если надо, то еще мы тогда досолим. Потому что лучше не досолить, чем пересолить. Так. Теперь на этом этапе мы сюда добавляем томаты. И томатную пасту. Так, теперь мы начнем формировать соус. Примерно 1,5 ложки муки. Это количество соуса, сколько мне понадобится. Теперь перемешаем. Теперь добавляю сюда куриный бульон понемножку. Немного добавил. Перемешаем, чтобы такая пастообразная масса получилась. Опять добавим куриный бульон. И теперь добавим сюда сметану. И быстренько все перемешаем, чтобы сметана у нас не свернулась, а перемешалась с соусом. Вот такой приятный цвет принимает. Сейчас, как это закипит, мы поставим на маленький огонь. Так, закипело. Теперь я попробую на вкус. Получилось обалденно вкусно. Чуть-чуть соли я добавлю. Накрываю и пускай потихонечку она у нас так томится. Время от времени помешиваем. Итак, наш соус здесь хорошо кипит, какая прелесть. Я попробовал на вкус тоже опять и получилось обалденно вкусно. Итак, на этом этапе наш гуляш готовый. Я выключаю газ и добавляем сверху зелень. И как картошка сварится, мы можем подавать все это на стол.
Из зелени здесь кориандр с укропом я уже порезал. И в качестве салата я уже порезал здесь отварную свеклу. Ну, вот такой финальный результат получился. Куриный гуляш, картошка вареная, вареная свекла и немножко лучком украсил. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве обеда или ужина. Я с вами поделился методом приготовления куриного гуляша. И на гарнир я сделал картошку вареную, и в качестве салата я использовал вареную свеклу. И, конечно, украсил свежей зеленью лук с сада. Это все обалденно вкусно получилось, аппетитно. Я сейчас заканчиваю это видео. Моя семья садится теперь за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.